Добрый вечер. Будем начинать нашу дискуссию. Сегодняшние следующие 60 минут предлагаю провести нам вместе и обсудить тему приватности в эру тотального наблюдения. Меня зовут Вита Володовская, я юристка лаборатории цифровой безопасности. Это украинская общественная организация, которая работает в двух основных направлениях. Первый — это осуществление поддержки общественным организациям, журналистам-расследователям, а также правозащитникам по вопросам цифровой безопасности. И второй важный фокус нашей деятельности — это построение в Украине среды, благоприятной для развития и полноценной защиты цифровых прав и свобод. Собственно, об одном из таких цифровых прав мы будем с вами сегодня говорить, о праве на приватность. Наша дискуссия проходит в рамках проекта Data City RL Center. Это проект, который был инициирован Гёте-институтом в Украине и направлен на популяризацию медиаграмотности и защиты персональных данных в интернете. В рамках этого проекта также проходит офлайн и онлайн выставка экспонатов, которые призваны стимулировать нас с вами более внимательно относиться к тому, каким образом мы распространяем свои персональные данные и, собственно, узнать больше о том, кто и как их использует и собирает. Сейчас я, собственно, нахожусь в павильоне, где проходит офлайн выставка этого проекта. Прийти сюда вы можете в будние дни. В связи с последними карантинными ограничениями она находится в Киеве, в галерее современного искусства М17. Онлайн-выставку вы можете посетить в любое удобное для вас время. Она находится на сайте проекта, и каждый день там появляются новые экспонаты, поэтому обязательно загляните. Ну, собственно, сейчас я хочу представить своих коллег, которые присоединятся к нашей дискуссии и поделятся очень интересными инсайтами со своих стран. В частности, это Галина Арапова, экспертка с медиаправа и руководитель и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ. Это известная российская организация, которая занимается вопросами свободы слова. Также Галина является членом общественного совета общественной комиссии по жалобам на прессу и основанного в 2019 году Международного экспертного совета High Level Panel of Legal Experts on Media Freedom. Также к нам присоединяется мой коллега из Беларуси Алексей Козлюк. Это правозащитник, юрист и исследователь из команды Human Constanta, а также программный директор фонда массовой коммуникации. Автор аналитических материалов и образовательных мероприятий в сфере доступа к информации, свободы информации онлайн, приватности и защиты персональных данных. Алексей также был стажером в Международном центре некоммерческого права ICNL по теме ограничения доступа к контенту в различных юрисдикциях. Коллеги, добрый вечер, очень рада вас видеть. Собственно, предлагаю не тратить зря время и начинать непосредственно нашу дискуссию, потому что тема действительно очень важная. На сегодняшний день вопросы приватности очень часто обсуждаются и в экспертном кругу, и все чаще они стают предметом обсуждения и в более широком кругу людей, которые просто заинтересованы тем, как их персональные данные попадают в большие интернет-корпорации, как ими пользуются и как это влияет, собственно, на другие права и на нашу с вами обычную жизнь. Но наш фокус сегодня я все-таки хотела бы начать из того, как государство собирает наши данные, потому что исторически, собственно, основным стейкхолдером тех персональных данных и наших коммуникаций, которые мы осуществляем в обществе, было государство. С одной стороны, государство в силу своих международных обязательств по правам человека должно создавать, скажем так, благоприятные условия для того, чтобы каждый гражданин, каждый человек имел возможность реализовать свой потенциал и свои права в той способ, который для него есть наиболее приемлемым. Да? Но, с другой стороны, государство также должно обеспечивать общественные интересы, защищать национальную безопасность, общественный порядок, а вот в последний год у нас появился еще один такой важный интерес, как здравоохранение. И вот вопрос в том, где и как найти вот тот баланс, потому что это на самом деле достаточно тонкое искусство, каким образом государство может владеть нашими персональными данными, да, в какой степени, для того, чтобы это не переходило черту и не использовалось уже для того, чтобы каким-то образом ограничить оппозицию или, скажем так, усмирить свободу слова.
Естественно, с одной стороны, тенденции, которые мы сегодня наблюдаем в мире, это, например, тот же регламент о защите персональных данных, принят в Европейском Союзе, говорят о том, что как бы государства некоторые готовы идти на то, чтобы лучше защищать наши персональные данные, в том числе от больших интернет-корпораций, которые используют их как товар для того, чтобы, ну, как бизнес-модель своих действий. Но, с другой стороны, мы замечаем и то, что все чаще звучат голоса на то, что нужно ограничивать свободу интернета, как он был задуман сначала, потому что преступность онлайн растет, дети подвергаются опасности онлайн, и, соответственно, появляется очень много инициатив, как, например, ослабление шифрования, создание бэкдоров для того, чтобы можно было, скажем так, вмешиваться в коммуникации, получать информацию, которая сейчас есть зашифрованной. И все эти тенденции говорят вот о таких вот движениях, которые могут как привести к лучшей защите персональных данных, так и создать серьезные угрозы. Больше того, можно говорить о том, что в государствах, которые тяжеют больше к авторитарному типу правительства, да, мы наблюдаем ситуацию, когда персональные данные на самом деле собираются для того, чтобы усилить власть, как она есть на сегодняшний момент, для того, чтобы, скажем так, вмешиваться и ограничивать свободу слова, приглушать голоса оппозиции, то есть сохранять тот авторитарный режим, который есть в этих государствах. И это, в частности, проявляется в степени регулирования интернета. И вот, Галина, я, наверное, хочу передать сейчас слово вам, потому что Россия, она относится как раз к одной из тех стран, где регулирование интернета и то количество нормативных актов, которые устанавливают правила как для граждан, так и для платформ, которые действуют в интернете, они достаточно есть серьезными, их много, и интернет действительно зарегулирован. А какие инициативы сейчас и, собственно, как это работает в России? Какие угрозы вы видите как для защиты персональных данных, так и, собственно, для защиты свободы слова? Вы, как медийная экспертка, я думаю, что можете здесь рассказать больше. Галина, пожалуйста, слово вам. Добрый вечер, коллеги. Спасибо, Вита, за предоставленное слово, за приглашение. Я, наверное, действительно начну с того, что можно вернуться на первый слайд. Давайте мы не будем скакать по слайдам, мы пойдем по порядку. Начнем с того, что действительно Россия содержит достаточно большое количество нормативных актов, которые регулируют как сферу приватности, так и сферу распространения информации в интернете. И действительно в последние годы в России был принят целый пакет законов, которые вводят дополнительные ограничения на распространение информации онлайн. Это как контекстные ограничения, так и связанные с контролем за распространителями. И здесь под распространителями я понимаю не только физических лиц граждан, но и платформы, мессенджеры, социальные сети, также организаторов распространения информации. В российском законодательстве ввели такой термин, который применяют практически к любому онлайн-сервису, который позволяет обмениваться пользователям сообщениями, электронными сообщениями через эту площадку. И вот эти организаторы распространения информации, на них также возложены обязанности за контролем за пользователями, чтобы они собирали информацию о фактах их коммуникации, об их IP-адресах, персональных данных и так далее. И взаимодействовали со спецслужбами, в частности, с Федеральной службой безопасности. Оттолкнемся от того, что вот закон о персональных данных в России достаточно уже давний, он был принят в 2006 году, и он работает уже достаточно активно. Контролирующим органом в этой сфере является медиарегулятор. В России его роль выполняет Роскомнадзор, который одновременно занимается регистрацией средств массовой информации, но помимо этого еще и контролирует распространение информации онлайн, ведет несколько реестров, в том числе реестр экстремистской информации, реестр нарушителей персональных данных, реестра контрафактной информации и так далее. И здесь этот закон о персональных данных, нам казалось тогда, что это достаточно жесткий закон, сейчас мы понимаем, что в общем, по сравнению с другим регулированием это достаточно невинно. Тем не менее, его основная задача была, конечно, обеспечить должную безопасность для хранения персональных данных и обработки персональных данных для граждан. И сейчас мы видим, как этот закон применяется. К большому сожалению, мы наблюдаем
знаем, что есть попытки применять этот закон, в том числе и против средств массовой информации журналистов, когда журналисты, по сути дела, привлекаются к ответственности за распространение персональных данных, и люди вместо того, чтобы, например, подать иск о дифамации или о вмешательстве в частную жизнь, вместо того, чтобы пойти к адвокату, заплатить деньги и сражаться, что называется, на равных, да, со своим оппонентом, они идут в медиарегулятор, государственный орган, пишут там жалобу на нарушение их прав на конфиденциальность их персональных данных. И в этой ситуации уже редакция средств массовой информации имеет проблемы и спорит не с равным себе оппонентом, а с государством в лице медиарегулятора. И это достаточно такая распространенная уже практика. Наша организация довольно много помогает журналистам в таких случаях, и пока, надо сказать, достаточно успешно, тем не менее нас такая практика очень беспокоит. Закон о персональных данных во многом, на самом деле, похож на GDPR. Многие положения российского закона о персональных данных, они аналогичны, имеют аналогичные подходы. Тем не менее, весь дьявол, что называется, в деталях, и я вижу эти детали в первую очередь в правоприменительной практике и в том, что не всегда мы можем полагаться на независимый суд, который в случае возникновения спора этот спор разрешит с учетом общественного интереса, международных стандартов, практики Европейского суда и так далее. Есть второй закон, который в данном случае стоит назвать, это закон об информации, информационных технологиях и о защите информации. Раньше это был закон, на который мы ссылались, говоря об открытости информации, о категориях информации с точки зрения доступа к ней. Сейчас это преимущественно закон, который говорит о блокировках, об основаниях ограничения распространения той или иной информации. То есть это условно закон, который в основном регулирует интернет. И в нем есть очень неприятное положение, связанное с требованиями о локализации хранения персональных данных российских граждан на территории Российской Федерации. Соответственно, этот закон в этой части применяется в том числе к большим площадкам, к социальным сетям, от которых требуется, чтобы все персональные данные российских пользователей Фейсбука, Твиттера, LinkedIn, Гугла, чтобы они хранились на территории Российской Федерации. Крупные игроки в этом бизнесе, они не очень хотят, во-первых, сепарировать пользователей, российских граждан, отделять от всех других граждан. Помимо этого, есть очевидная проблема, что делать с гражданами, у которых двойное гражданство, пользователями, например, Фейсбука условно. Каким образом Facebook должен определить, что этот человек является также еще и российским гражданином, и его персональные данные они должны хранить на серверах Российской Федерации. А что делать с иностранными гражданами, находящимися на территории Российской Федерации, пользующимися социальными сетями, например, из, не знаю, кафе с Wi-Fi и российскими IP-адресами. То есть дипломаты, которые работают на территории России, иностранные граждане, работающие в коммерческих компаниях. То есть здесь масса вопросов возникает с точки зрения исполнения этого закона. Тем не менее, жертвы этого закона уже есть. LinkedIn был заблокирован в России ровно из-за того, что они проигнорировали требования российского медиарегулятора и не ответили относительно неисполнения обязанности о хранении персональных данных российских пользователей на территории России. Поэтому LinkedIn в России недоступен, ну, точнее, доступен только через VPN или Tor. Есть третий большой блок законодательного регулирования, это так называемый пакет Яровой. Это целый комплекс поправок в 19 нормативных актов самых разных, которые в первую очередь мотивируются борьбой с терроризмом. Ну, как мы знаем, во многих странах борьбой с терроризмом, под флагом борьбы с терроризмом ограничиваются права и свободы граждан, и в первую очередь право как раз на анонимность онлайн и на приватность. Это, наверное, первое, самое главное право, которое подверглось серьезным атакам со стороны государства под основной мотивацией таких ограничений была как раз необходимость борьбы с терроризмом, с мировым терроризмом. И вот этот пакет Яровой, его так и называют в российской прессе, пакет Яровой, он на самом деле один из самых реакционных за последние годы, и он устанавливает какой-то совершенно новый уровень
слежки за гражданами, о нем я буквально 2 слова скажу чуть позже. И последнее, то, что вот мы наблюдаем, это, конечно, ограничения, связанные с пандемией, с введением режима самоизоляции, карантинных мер. И начиная с марта месяца, с момента введения карантина в разных регионах России, связанного с пандемией, конечно, мы наблюдаем в том числе и использование самых различных мер по идентификации граждан, попытки контроля над ними и сбора их персональных данных со стороны самых разных государственных органов, которые призваны контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. И уже есть серьезные проблемы, связанные с этим, в особенности в Москве, где вводится система распознавания лиц, как некий такой искусственный, по сути дела, местами подкрепленный искусственным интеллектом, новый подход к тому, чтобы контролировать поведение граждан вот в этот период. Опять же, все это мотивируется определенной заботой о гражданах. Я попрошу перевернуть слайд. Я буквально несколько слов скажу относительно закона о персональных данных. Помимо того, что медиарегулятор занимается достаточно активно контролем, рассмотрением жалоб на нарушение закона о персональных данных, есть еще 2 реестра, публичных реестра, которые можно посмотреть онлайн. Один из этих реестров, оба реестра ведутся Роскомнадзором, один из этих реестров содержит операторов персональных данных. Это фактически все организации, которые так или иначе собирают персональные данные не своих сотрудников. Ну, это школы, медицинские учреждения, это самые различные организации, предоставляющие услуги гражданам. Сюда же входят в том числе и редакции средств массовой информации, потому что они работают с различными источниками информации. Это не нравится российским СМИ, это, безусловно, является дополнительным инструментом контроля над распространением информации, над деятельностью журналистов. Но вот факт такой имеет место. Помимо этого есть еще реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Соответственно, туда вносятся те организации, которые были оштрафованы или каким-то иным образом наказаны за нарушение персональных данных различных граждан. На следующем слайде есть некоторая статистика. Я буквально хочу, чтобы у вас была возможность на нее взглянуть. Просто посмотрите масштабы. У меня нет, к сожалению, данных за 2019 год, за 2020 год данные еще не обнародованы, но за 2018 год это данные самого Роскомнадзора, медиарегулятора, о применении закона о персональных данных. Огромное количество протоколов составляется ежегодно, взыскано штрафов там, почти 4 миллиона рублей. Чаще всего граждане жалуются на организации, которые им досаждают, распространяют неожидаемую рекламу, например, это банки, коллекторские агентства, жилищно-коммунальные хозяйства. Иногда владельцы сайтов в интернете становятся объектами жалоб. Но так или иначе, редакции средств массовой информации в гораздо меньшей степени, тем не менее. Огромный реестр и постоянно пополняющийся реестр различных организаций, которые были установлены как нарушители персональных данных. В том числе среди них есть и редакции средств массовой информации. Опять же скажу, что в целом вот такая активность государства, связанная и протоколирование всей этой деятельности, связанная с защитой персональных данных, мне кажется несколько избыточная, хотя я, в общем, разделяю обеспокоенность и европейских властей относительно необходимости какие-то новые правила устанавливать для того, чтобы защитить граждан, пользователей интернета от необоснованного распространения их персональных данных. Интернет, конечно, предоставляет гораздо больше возможностей для распространения персональных данных, в том числе злонамеренного использования доступных персональных данных, особенно когда технически владельцы различных ресурсов, они могут собирать, анализировать, генерировать целые огромные объемы персональных данных людей, пользователей интернета, и в зависимости от их этических стандартов, так скажем, да, они могут это использовать во благо или во вред.
Это, конечно, требует законодательного какого-то ответа, но, наверное, все-таки необходимо учитывать, что право граждан на приватность в этой ситуации не должно быть, с одной стороны, нарушено коммерческими пользователями, с другой стороны, и государством в том числе, но и оно не может быть абсолютным. Здесь должен быть какой-то очень аккуратный установлен баланс. Следующее, что я хотела бы сказать, если можно, следующий слайд, это как раз вот закон о персональных данных. Я уже сказала, что LinkedIn был заблокирован в России, он до сих пор остается заблокированным, но последний скандал, связанный как раз с использованием закона о локализации и хранении персональных данных, это, конечно, история с Telegram, которую, я уверена, все слышали, потому что российские власти охотились на мессенджер Telegram достаточно шумно. Мессенджер был заблокирован в России, а помимо него еще много-много тысяч, сотен тысяч, я бы сказала, сайтов, потому что власти блокировали в попытке поймать Telegram, они блокировали по IP-адресам, в результате под одним IP-адресом могло находиться тысячи различных сайтов, попало всем, и банкам, и Бургер Кингу, который оказался на одном IP-адресе с Телеграммом. То есть это тот случай, когда, конечно, вот эта охота, все запаслись попкорном и наблюдали охоту Роскомнадзора за Телеграммом. Самое забавное в этой истории, конечно, то, что спустя 2 года Роскомнадзор, власти объявили о том, что они прекращают вообще блокировать Телеграм, вот, и тихо отползли как бы в этой истории на предыдущие позиции. За это время, конечно, Telegram укрепился, разросся, стал более популярным, в том числе не только в России, но и в самых разных странах, в том числе не обязательно русскоговорящих. Вот. И что любопытно, что за это время, конечно, юристы, представляющие интересы Telegram, подали жалобу в Европейский суд. Вот буквально недавно она была коммуницирована. Так что так или иначе мы ждем вердикта Европейского суда, рассмотрения этого дела, и это будет довольно любопытно, потому что речь как раз идет о блокировке мессенджера, связанного с невыполнением требований о локализации. В большей степени даже там требования были связаны с непредоставлением ключей дешифрации сообщений. Об этом я скажу на следующем слайде. Я как раз расскажу вам еще о нашей боли. Это пакет Яровой, который внес поправки в 19 законов. И этот пакет, конечно, является достаточно, как я сказала, уже реакционным по отношению к правам человека, к праву на приватность, праву на анонимность онлайн, праву на конфиденциальность телефонных переговоров, переписки и почтовых отправлений, а также право на свободу слова и право на исповедовать религию, миссионерство. То есть здесь такой достаточно серьезный комплекс прав человека, который подвергся угрозе в связи с введением в действие этих поправок. Самое главное, что здесь необходимо сказать, что российское законодательство в этой части отличается в первую очередь тем, потому что не только Россия вводит требования к операторам мобильной связи и интернет-провайдерам и другим активным игрокам как бы на интернет-рынке. Не только Россия ввела требования к этим субъектам собирать информацию о пользователях и аккумулировать ее в какие-то массивы данных и предоставлять эти массивы данных при необходимости государству. Здесь, опять же, весь дьявол в деталях. Если в других странах эти данные могут быть предоставлены, например, по судебному решению, то, и, опять же, в основном собираются метаданные, то есть сам факт коммуникации между человеком А и человеком Б, сколько раз они говорили, в какое время, в течение какого периода, сколько длился разговор, там, в какое время начался, в какое закончился, но не содержание этих разговоров. Россия пошла дальше, и Россия потребовала от операторов сотовой связи и интернет-провайдеров, организаторов распространения информации собирать полный контент. То есть они записывают контент полностью, телефонные разговоры, смс-сообщения, сообщения в мессенджерах и так далее. Доступ к этим данным имеют силовые ведомства, которые обладают правом проводить оперативно-розыскные мероприятия. То, что является очевидным совершенно предметом для критики со стороны международного сообщества и российских юристов, в том числе правозащитников, это то, что доступ этот
правоохранительные органы, ФСБ в частности, имеют право получить без судебного решения. Также были внесены изменения в рамках пакета Яровой в закон о почтовой связи, в соответствии с которым Российская федеральная почта и частные почтовые компании, включая, например, такие как DHL, теперь обязаны проверять посылки, все отправления, чтобы в них не было как бы ничего запрещенного, например, там оружия, наркотиков, денег. Но, как вы понимаете, это серьезным образом вмешивается в приватность граждан и их право на конфиденциальность почтовых отправлений. Если можно, следующий слайд. И я бы хотела обратить ваше внимание, что больше всего, что нас беспокоит в связи с пакетом Яровой, то, что операторы мобильной связи, организаторы распространения информации обязаны хранить теперь в течение 6 месяцев полный контент. То есть все, что, например, Вита в рамках нашего обсуждения текущего мероприятия мне писала, будет потенциально сохранено, и спецслужбы будут иметь возможность получить доступ к этой информации, если, опять же, Google не сохранит в достаточной конфиденциальности нашу переписку, учитывая, что я пользуюсь Gmail. Тем не менее, помимо этого, все текстовые сообщения, все аудиосообщения, изображения, звуки, видео, другие электронные сообщения, все это хранится в течение 6 месяцев. А метаданные в течение 3 лет с момента первой коммуникации. И вот это вот тот случай, когда, конечно, это вызывает огромное беспокойство. Это серьезное вмешательство в право граждан на приватность, это серьезное нарушение прав человека. И, как мы понимаем, поскольку правоохранительные органы будут иметь возможность доступа к этой информации, это серьезная угроза для каждого, в том числе, ну и в первую очередь для активистов, оппозиционеров, журналистов, блогеров, правозащитников. Я попрошу последующий слайд. И я уже заканчиваю. Хочу последнее, что хотела сказать, это как раз куда мы движемся дальше. Да? Дальше вот как раз это внедрение системы распознавания лиц, которая, в частности, активно начала внедряться в России уже несколько лет назад, но вот как бы апогеем всего этого стала пандемия, когда власти открыто и, как бы, я бы сказала так, с достаточной уверенностью в своей правоте начали говорить о необходимости использования систем распознавания лиц и штрафовать граждан, ссылаясь на данные, полученные через систему распознавания лиц, как на доказательство нарушения, например, требований оставаться дома в период пандемии. И Москва является вот такой площадкой тестирования этой системы. Она вводится через так называемую систему «Умный город», которая объединяет около 170 информационных систем и ресурсов. По сути дела, власти получают возможность анализировать огромный объем данных, которые они собирают через, если можно, следующий слайд, которые они собирают через сведения, получаемые от мобильных операторов в период пандемии, как бы всем, и как только были введены ограничения в Москве и в Нижнем Новгороде еще, потребовали от граждан установить специальные мобильные приложения, и если человек был инфицирован коронавирусом или был контактный, то он обязан определенным образом каждый раз через это мобильное приложение получать специальный QR-код, который позволял ему выйти на улицу, и если он этого не делал, то, соответственно, были проблемы. Соответственно, как бы этот QR-код и через вышки электронной связи мобильных операторов отслеживались перемещения этих людей, то есть может таким образом власть получить данные через это мобильное приложение и через мобильных операторов о персональных маршрутах передвижения москвичей по городу. Речь пока идет только о москвичах, потому что посетители, гости города, они как бы не являются пользователями этой системы, и их перемещение по городу может отслеживаться не через мобильное приложение, связанное с коронавирусной как бы, вот, историей, а в целом через камеры уличного наблюдения. Помимо этого,
можно анализировать данные с сайтов, которые читают граждане через городской Wi-Fi, сопоставлять их с данными о их перемещениях на арендованных велосипедах, самокатах и автотранспорте. Помимо этого используется активный мониторинг социальных сотовых телефонов, такси и каршеринга. То есть достаточно большой на самом деле объем данных, которые аккумулируются у частных компаний, а сами частные компании обязаны в данной ситуации предоставлять эти данные государству, и они боятся этого не делать, потому что в противном случае они потеряют лицензию, и, к большому сожалению, они, в общем-то, в данной ситуации будут скорее предоставлять эти данные, чем отказываться, мотивируя это необходимостью уважения права на приватность и анонимность своих пользователей, своих клиентов. Вот основное, что я хотела сказать. Я должна сказать, что система распознавания лиц уже является предметом серьезного обсуждения юристов и правозащитников в России. Уже поданы 2 жалобы в Европейский суд по правам человека. Коллеги обжалуют применяемую систему распознавания лиц со ссылкой на нарушение права на приватность, права на неприкосновенность частной жизни в рамках статьи 8 Европейской конвенции. Будем наблюдать, безусловно, за этим. Я не думаю, что государство откажется от тех наработок, которые они активно применяют уже на практике, и от своего намерения все больше и больше следить за гражданами и использовать это в том числе для распознавания лиц во время митингов, при перемещении в московском метро. Сейчас мэрия Москвы объявила о дополнительной комплектации всех вагонов московского метро еще дополнительно 8 камерами видеонаблюдения, каждая из которых будет передавать данные в единый центр и будет распознаваться не только лица, но и маршруты, что даст возможность более точного определения для властей, в том числе для правоохранительных органов, информации о частной жизни граждан. Вот, если кратко, картина маслом, с чем мы имеем дело, в каких условиях мы сейчас работаем. И надо сказать, что в целом и закон о персональных данных, и закон о локализации персональных данных, и пакет ЕРАВА, они уже довольно активно применяются в разной степени, чуть больше и чуть дольше, естественно, закон о персональных данных, система распознавания лиц – это новый тренд, но, как мы видим, все это делается, безусловно, откусывая как от куска пирога, от права граждан на приватность, права на анонимность онлайн, и это, конечно, не может не беспокоить. Достаточно много, в том числе и на уровне Совета Европы, и в рамках работы с Европейским судом, российские правозащитники поднимают этот вопрос, но надо сказать, что пока не очень успешно. Могу порекомендовать заинтересованным лицам прочитать решение Европейского суда по делу Романа Захарова против Российской Федерации, причем это было решение Большой палаты Европейского суда. Там как раз речь идет о surveillance, о слежке через сбор информации, персональных данных и информации у мобильных операторов и интернет-провайдеров, хостинг-провайдеров, о пользователях интернета. Это очень интересное дело, оно как фундаментальное, и, конечно, оно дает возможность всерьез задуматься о правовых рамках вмешательства государства в приватность и право человека на распространение и доступ к информации онлайн. Я на этом, пожалуй, остановлюсь. Спасибо. Если ко мне будут какие-то вопросы, я с вами все это время буду рада на них ответить. Спасибо большое, Галина, за такую детальную презентацию. Очень интересно было это слушать. И спасибо за то, что вспомнили о деле Романа Захарова. На самом деле в Украине мы в последнее время очень часто вспоминаем этот прецедент и апеллируем к нему. Почему? Собственно, еще в 2014 году, когда в Украине происходила революция достоинства, наш парламент на тот момент принял свой пакет не яровой, но по сути, по своему содержанию это были нормы, которые достаточно серьезно копировали российское законодательство. В частности, они предоставляли службе безопасности Украины также доступ к телекоммуникационным системам, опять же, без решения суда.
И это прямой автоматизированный доступ, то есть даже если бы требовалось решение суда, они все равно имели физическую возможность в любой момент просто получить доступ к этой информации. Но вот то, что мы имеем сейчас, на самом деле потом эти законы, собственно, в 2014 года, они были, скажем так, они потеряли свою силу, да, но им на замену время от времени мы видим, приходят новые инициативы, которые тоже пытаются, оправдывая интересам национальной безопасности, в частности, военными действиями, которые происходят на востоке Украины, и также в связи с аннексией Крыма, точно так же мы имеем вот эти вот инициативы, которые хотят вернуть это право Службе безопасности Украины, хотя за решением суда получать доступ к этой информации, но опять же таки предоставлять им автоматизированный доступ, что по сути взаимоисключающее понятие, потому что проконтролировать, как, собственно, обозначил Европейский суд по правам человека в своем решении по деле Романа Захарова, проконтролировать законность таких действий будет практически невозможно, поэтому вот этот момент для нас действительно очень важным. Алексей, я хотела бы обратиться к вам. Собственно, процессы, которые сейчас происходят в Беларуси, они по своей природе как бы тоже, наверное, стимулирует правительство более внимательно относиться к персональным данным граждан и, наверное, тоже внедрять какие-то технологии наблюдения. Есть ли такие тенденции у вас? Каким образом это сейчас происходит? Да, всем добрый вечер. Спасибо, что позвали поговорить на такую прекрасную тему, которая сейчас супер актуальна. Действительно, у нас все те истории, которые относятся к Российской Федерации, они очень, в общем-то, с определенными оговорками могут быть в Беларуси применены. Если говорить про тенденции и текущую ситуацию, то, в общем-то, белорусские власти все давно уже сделали. То есть сейчас никаких тенденций и дополнительных ограничений, в общем-то, не предвидится, поскольку у нас и так и телеком-инфраструктура зарегулирована до нельзя, и в том числе ограничения, которые введены, и вмешательство в приватность граждан, они настолько серьезны, что, в общем, дальше только что китайская модель может переплюнуть наше законодательство. То есть у нас точно так же, как и в России, внедрена система СОРМ, система оперативно-розыскных мероприятий, которая также в автоматическом режиме, в режиме реального времени дает доступ спецслужбам, ну и, в общем, любым органам, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, дает возможность подключаться к сетям электросвязи, к коммуникациям граждан. У нас, если говорить про хранение данных, то обязательное хранение данных провайдерами, то здесь это скорее экономический вопрос, нежели политический и вопрос безопасности. У нас полностью как содержание данных, такого обязательства хранить содержание данных нет. У нас хранятся метаданные. Опять же, зная историю разработки пакета Яровой в России, очевидно, там тоже вопрос экономический достаточно серьезно стоял, и в том числе очень многие люди, организации, компании хороший капитал себе сколотили на внедрение этой инфраструктуры. Собственно, вот то, что у нас происходит, оно в том числе обусловлено тем, что в Беларуси, к счастью, наверное, нет денег на то, чтобы установить повсеместно камеры с технологией распознавания лиц, хранить все данные, которые проходят через телеком-инфраструктуру Беларуси, и сделать, например, какой-нибудь белорусский фаервол, как-то великий белорусский фаервол, по примеру китайского, который бы отрезал страну от внешнего интернета. Вот такая попытка была 9-11 августа. У нас, собственно, 9 августа прошли выборы президента Республики Беларусь, и по итогам этих выборов действующий на тот момент президент Александр Лукашенко, очевидно, проиграл эти выборы, и пришлось прибегнуть к определенным
к массовым фальсификациям и затем к подавлению протеста, который очевидным образом возник в ответ на эти нарушения. И для того, чтобы как-то скрыть информацию о том, что происходило в Беларуси в день выборов и в последующие дни, было принято решение о том, чтобы применить, впервые в Беларуси было, применить достаточно сложную систему фильтрации трафика, которая бы ограничивала в том числе использование мессенджеров и защищенных соединений для граждан. Но в итоге ничего не получилось, зато получился шатдаун, то есть намеренное отключение интернета, которое длилось до утра 12 августа, и, по сути, вся страна находилась в информационной изоляции, поскольку никакие зарубежные сервисы просто так не работали. А средства обхода блокировок и фильтрации трафика были тоже достаточно серьезно ограничены, и только некоторые из них работали и были доступны только для очень продвинутых пользователей. Люди менялись этими программами чуть ли не в ручном режиме. У меня есть картинка объявления на подъезде, в котором от руки было написано, что обращайтесь в такую-то квартиру, если вам нужно установить псифон на свой компьютер или на свое устройство. Ну, то есть это был, конечно, очень интересный опыт, с учетом того, что в европейских странах, в принципе, никогда не было общенационального шатдауна. Это был первый опыт для нашего региона. Я надеюсь, что последний. В целом, да, много всего интересного происходит, и в том числе попытки установить дополнительные ограничения постоянно предпринимаются. Я бы здесь, опять же, вспомнил и российский опыт, и попытку, в том числе России, устанавливать определенные отношения с корпорациями для того, чтобы заставить их передавать необходимые данные спецслужбам. Конечно же, в Беларуси похожие процессы происходят, но если сравнить, опять же, информационный рынок России и Беларуси, то, в общем, ни тот не достигает такого масштаба, чтобы тот же Facebook либо Google нарушил свои принципы и начали сотрудничать с нашими правительствами. Но, тем не менее, попытки предпринимаются, ограничения вводятся. И вот здесь как раз-таки меня больше беспокоят процессы, которые происходили на уровне Евразийского союза, и тот же проект договора о данных, который предусматривал, с одной стороны, в какой-то степени прогрессивное положения, которые касались в том числе внедрения норм, которые схожи с GDPR в сфере защиты данных граждан, в первую очередь от корпораций. Но, с другой стороны, создавали возможность уже вести диалог не от имени отдельных стран, а от имени Евразийского союза, конечно, рынок которого намного больше, чем вот эти вот отдельные маленькие страновые рынки. И вот в этой ситуации, конечно, мы можем столкнуться, потенциально все еще можем столкнуться с тем, что корпорациям так или иначе придется учитывать эти требования, если наши страны, которые входят в Евразийский союз, найдут общий язык и найдут вот эти рычаги влияния на корпорации. Вот меня это сильно беспокоит. Собственно, то, что происходит с пандемией и с теми ограничениями, которые там вводятся, я думаю, что у нас еще будет возможность об этом поговорить сегодня. Вот, так что пока у меня, наверное, все. Алексей, спасибо большое. Я думаю, да, что время у нас идет, и поэтому, собственно, хотелось бы как раз подойти к вопросу с пандемией, потому что вот Freedom on the Net Report, Freedom House, который они опубликовали буквально вот несколько недель назад, одним из трендов и угроз, собственно, для защиты персональных данных Freedom House называет как раз использование предлога пандемии для того, чтобы начать использовать технологии для наблюдения за гражданами, те, которые раньше оказались вот уже слишком, да, то есть отслеживание контактов людей, отслеживание
те же все-таки технологии face recognition и все, что с этим связано. То есть в больших масштабах, естественно, это казалось такие очень инвазивными методами, инструментами. И вот сейчас, к сожалению, пандемия, скажем так, развязала руки делать и использовать такие технологии. И, собственно, это приводит к тому, что информация, достаточно чувствительная информация, персональные данные, она начинает собираться и, опять же, использоваться как государствами, так и в том числе частными компаниями, которые получают эти данные и делятся с ними тоже с государством или получают же их, наоборот, от государства для того, чтобы сделать некоторые исследования и так далее. В начале апреля я помню, что больше 100 правозащитных организаций со всего мира объединились и в своем заявлении и обращении к правительствам государств с просьбой все-таки уважать права человека в противодействии пандемии COVID-19. В частности, были выдвинуты, скажем так, принципы и требования, которых нужно придерживаться при внедрении вот этих вот карантинных мер или других технологических решений, говорили о том, что, естественно, должна соблюдаться законность, прозрачность таких действий, их пропорциональность, ограниченность во времени и, естественно, должна обеспечиваться безопасность данных, которые собираются, их анонимизация и так дальше. Алексей, я знаю, что ваша организация Human Constanta вместе с Роскомсвобода проводили исследования, собственно, насколько права человека страдают при внедрении вот таких противодействий пандемии в разных странах. Ваш проект Big Brother, Pandemic Big Brother, да, он как раз сделал такую даже интерактивную карту, где показывал, каким образом государство реагирует и использует технологические решения, да, для противодействия пандемии. Можете рассказать об этом проекте немного детальнее и, собственно, какие результаты ваших исследований? Да, действительно, еще когда только вся эта история начиналась, мы поняли, что вот эти аргументы, связанные с эпидемией, будут использованы недругами свобод, недругами приватности, именно для того, чтобы оправдать внедрение новых технологий для контроля поведения граждан и для контроля и для вмешательства в сферу приватности. И как раз-таки мы с коллегами начали мониторить всю эту ситуацию. На сайте есть интерактивная карта, где мы собираем различные случаи ограничения прав и свобод, связанные с пандемией. В первую очередь это цифровые права и свободы, то, что связано со свободой выражения мнений онлайн, со свободой и доступом к информации, с приватностью и, соответственно, связанные с ними методы слежки за гражданами и сбора информации о частной жизни граждан. И да, мы, если открыть эту карту, то вы увидите, что она до сих пор красная в основном, то есть ограничения введены и до сих пор не сняты. То есть наша идея была как раз-таки в том, что как только ограничения будут сниматься, следуя вот этому одному из принципов, то, что ограничения должны быть ограничены во времени, как только они начнут сниматься, мы будем менять цвет карты снова на зеленый. Но, к сожалению, пока что каких-то оснований предполагать, что в скором времени мы получим назад ту ситуацию, которая была до эпидемии, не приходится. Более того, есть опасения, которые, в общем-то, разделяются многими экспертами, о том, что эти ограничения никогда не будут сняты, а будут, наоборот, все глубже входить в нашу повседневную жизнь и использоваться уже для каких-то других целей. И вот эта новая реальность, это та реальность, в которой нам придется жить, если нам не удастся вдруг откатить эту ситуацию назад. Но для этого необходимо достаточно серьезное общественное давление, и в том числе мониторинг того, какие основания для вмешательства в приватность вводятся. И как только эти основания будут отпадать, все эти меры должны быть отменены. Да, мы периодически публикуем дайджесты, в которых описываем, какая ситуация в разных странах, какие инструменты вводятся и используются. Также мы сделали исследование о 12 странах нашего региона, то есть это Восточная Европа и Центральная Азия, в
котором мы анализируем различные подходы стран к борьбе с эпидемией в контексте цифровых свобод. Вот, опять же, на сайте есть это исследование на русском и английском языках. И если коротко говорить про его результаты, то да, мы разделили эти страны на несколько групп, и очевидно, что даже в нашем регионе есть разные подходы к введению этих ограничений. То есть есть страны, которые придерживаются демократического подхода при введении карантинных ограничений, то есть такие страны, как Грузия, Молдова. Вторая группа, в которой определенные ограничения все же введены, и методы цифрового наблюдения за гражданами используются, то есть это Украина, Армения, Азербайджан. Затем наиболее беспокоящая нас группа стран, которые ввели жесткие меры по цифровой слежке и ограничению свободы слова, это Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. И, наконец, самая любопытная для меня группа – это страны ковид-диссиденты, страны, которые на официальном уровне стараются максимально не афишировать меры, которые приняты, и не использовать, ну, поскольку они, собственно, отрицают влияние эпидемии на текущую ситуацию в странах, соответственно, они не очень активно вводят карантинные меры, и в том числе меры по цифровой слежке, но при этом это не мешает им отслеживать распространение информации и, например, манипулировать статистикой. Вот это такие страны, как Беларусь и Туркменистан. Для нас важно в том числе анализировать вот эти тенденции для того, чтобы понимать, каким образом не только, скажем так, вводятся ограничения, которые противоречат и нарушают права человека, но и также какие есть пропорциональные ограничения, которые могут быть действительно оправданы борьбой с эпидемией. И вот здесь я бы хотел, как один из примеров, привести подход Европейского Союза к разработке приложений, отслеживающих карантинные меры и отслеживающих соблюдение самоизоляции либо карантина гражданами. И в первую очередь это те приложения, которые базируются на технологиях, предложенных Apple и Google. Это совместная разработка, которая дает, с одной стороны, возможность отслеживания распространения эпидемии, и с другой стороны, максимально аккуратно внедряется в нашу приватность. Ну, то есть не стараясь минимально нарушать наши личные границы. Да, ну и опять же, то, Вита, с чего вы начинали этот вопрос, те принципы, на которых должны базироваться ограничения, связанные с ковидом, я бы их еще раз попробовал привести. Да, это те принципы, которые в общем, разделяются многими экспертами. Это добровольность, законность, обоснованность, закономерность ограничений, транспарентность ограничений, достижение цели, ограниченность во времени, информационная безопасность, недопустимость дискриминации и, наконец, общественное участие. Только в совокупности все эти принципы смогут дать нам достаточные гарантии, что эпидемия не будет использована для того, чтобы навсегда ограничить нашу приватность. Да, большое спасибо, Алексей. Вот во время вашего выступления очень интересный вопрос мы получили от участников, от зрителей нашего обсуждения. Вопрос такой: подскажите, пожалуйста, является ли предлог эпидемии, особенно при отступлении прав на приватность по статье 15 Европейской конвенции, причиной считать face recognition system законным? То есть можно ли считать эпидемию, по сути, предлогом отступить от положений Европейской конвенции и для того, чтобы использовать вот это вот face recognition systems? Я правильно понимаю, что это вопрос к нам обоим?
Да, если хотите, я могу начать отвечать. Или, Галина, возможно, вы тоже захотите добавить. Ну, собственно, то, о чем сказал Алексей, и то, о чем мы, как правозащитники, всегда пытаемся говорить. Мы не отвергаем интересы национальной безопасности, интересы здравоохранения, общественного порядка как такие, и не говорим, что не нужно ничего делать, чтобы ограничивать приватность или свободу там, выражения мнений. А проблема как раз в том, чтобы делать это, базовываясь на тех принципах, то есть найти тот баланс, который позволит защитить и, скажем так, внедрить и обеспечить тот общественный интерес, в то же время не переступая черту или красную линию прав человека, потому что если вы ее переступите, да, тогда, собственно, уже можно говорить о том, что интерес национальной безопасности, он сам по себе тоже будет нарушаться, потому что права и свободы человека — это тоже элемент конституционного порядка, это тоже элемент национальной безопасности. И вот то, о чем говорил Алексей, вот буквально завершая свое выступление, он как раз говорил о тех принципах, которым должны отвечать вот эти вот ограничения. То есть использование Face Recognition System как такое, оно не запрещается полностью, да, но оно, если уж есть потребность его имплементировать, должно быть обоснованным. И то есть, что это означает то, что фактически государство также должно доказать, что просто другого метода достичь ту цель, которую они сейчас преследуют, эффективного метода, его просто нет. Поэтому вот используется это очень инвазивная, очень такая серьезная технология для вмешательства. И, кстати, здесь был еще перед этим еще один вопрос, я хотела задать его Галине, но я думаю, что у нас уже началась такая дискуссия, обсуждение, поэтому просто можете, я его озвучу, а вы тогда можете тоже его адресовать в своем выступлении. А второй вопрос — это, собственно, нужно ли и имеют ли возможность граждане, фактически, если это условием применения этой системы, если условием получения согласия граждан на то, чтобы делать их частью этой системы. То есть согласие нужно или нет, или это просто внедряется на основании закона, то есть другая основа для обработки персональных данных. Кто? Галина, Алексей, кто хочет следующим? Давайте Галина. Давайте, наверное, кратко отвечу на вопрос по поводу применения статьи 15 Европейской конвенции. Но я думаю, что вы наверняка все читали, что как минимум 9 государств, членов Совета Европы, проинформировали генерального секретаря Совета Европы об отступлении, об исполнении части обязательств, международных обязательств в рамках конвенции в период пандемии из-за введенных жестких ограничений. То есть далеко не все страны, но 9, как минимум, вот о которых читала я, сообщили о том, что да, они намерены не исполнять часть международных обязательств, нарушать, по сути дела, да, часть прав человека, определенные права, ограничивать их больше, чем они обещали это делать в рамках своих обязательств в рамках конвенции. Но надо сказать, что многие государства это делают, не информируя официально Совет Европы. Например, я уверена, что уровень ограничений, введенных Россией, достигает того предела, когда можно говорить о том, что обязательства не исполняются. Но при этом Россия не является одной из тех стран, которые проинформировали бы, Украина тоже, по-моему, которые проинформировали бы и Совет Европы о том, что они применяют статью 15 в этой ситуации. Ну и потом она применяется в ситуации, когда объявлена война, либо чрезвычайная ситуация. В России ни в одном из регионов в связи с пандемией чрезвычайная ситуация именно объявлена не была. Поэтому де юре получается, что как бы основания для применения статьи 15 нет. Де-факто мы видим, что ограничения есть, ограничения достаточно жесткие, и плавно отвечая на ваш вопрос относительно нужно ли согласие, государство применяет это просто введением дополнительных ограничений, связанных с необходимостью обеспечения определенного уровня санитарно-метеорологических правил в интересах обеспечения здоровья и безопасности граждан, просто введением определенных положений на уровне закона, без получения дополнительного согласия граждан. То есть это происходит без согласия граждан. И не только обработка персональных данных, но и внедрение новых технологий, которые, я уверена, они останутся после пандемии. К большому сожалению, они не просто останутся, они еще и внедряются довольно активно, уже внедряются не только со ссылкой на пандемию, а и как некая, знаете, такая бантик такой на
упаковки, как вишенка на торте. Например, внедряют такие voice recognition technologies и face recognition technologies, используют банки. Они предлагают это как очень удобный вариант взаимодействия между клиентом и банком, когда ты приходишь в банк, и с тобой уже там тебя не проверяют твой паспорт, не просят тебя пин-код карты, тебя определяют просто по твоему виду и голосу. И многие считают, что как круто, это же как здорово, какие технологии замечательные, но мы же понимаем, что эти данные попадают в организации, собирающие эти данные, потом каким образом они будут использованы, кому они будут предоставлены. По сути дела, пользователи не имеют возможности повлиять на это. И это, конечно, безусловно, нас всех очень беспокоит. Да, я еще добавлю к тому, что сказала Галина. Собственно, действительно, даже если исполняются те требования, которые предусмотрены статьей 15 Европейской конвенции, то мы должны понимать, что Face Recognition Systems, они все-таки очень дорогостоящие технологии. То есть потратить много денег на то, чтобы внедрить эти технологии только на несколько месяцев или даже на год или два пандемии, ну, естественно, не получится просто так, и дальше будут искать другие предлоги, как эту систему оправдать и как ее можно еще использовать. Поэтому вопрос на самом деле на практике действительно говорит о том, и, собственно, та угроза, которую отмечают эксперты, говорит о том, что очень сложно будет откатить назад все эти технологические решения, которые вмешиваются в нашу приватность, очень сложно будет все-таки откатить назад и вернуться хотя бы даже в то состояние, которое у нас было до пандемии с защитой прав человека, даже несмотря на вот эти вот все инициативы по защите персональных данных, GDPR и другие акты законодательства, над которыми сейчас работают и в Украине, в том числе, это будет очень сложно сделать. Алексей, у вас есть ремарка? Да, я бы только добавил, ну, скорее Галина тут достаточно исчерпывающе рассказала о том, как это происходит в контексте Европейской конвенции о правах человека. Я бы добавил еще в контекст GDPR как раз-таки для того, чтобы лучше понимать, чем, собственно, отличается подход Европейского Союза, ну и более широкий подход Совета Европы и даже там вне его. Собственно, и пока мы говорим, ну, если мы говорим про подход Совета Европы, то здесь нас еще ожидает какая-то практика определенная по этим делам. Мы о ней узнаем достаточно не скоро. Пока мы можем только гадать, где у нас вот эта пропорциональность, если у нас вот эта третья составляющая теста, то есть пропорциональность введенных ограничений, необходимость их в демократическом обществе. То есть это вопрос дискуссионный, хотя, конечно же, я согласен с коллегами о том, что в данной ситуации вот такая инвазивная технология, как распознавание лиц, не является пропорциональной. И более того, к сожалению, будет использована и дальше после окончания пандемии, и это отдельный проблемный вопрос. Вот, так вот, в Европейском Союзе GDPR достаточно подробно регулирует возможности сбора и обработки персональных данных, в том числе там заложен такой механизм, как сбор и обработка персональных данных в целях, опять же, поддержания каких-то мер, связанных со здравоохранением. То есть это можно делать без согласия лица, но в этом случае, опять же, должны приниматься во внимание другие принципы, связанные со сбором и обработкой персональных данных, в том числе такие принципы, как минимизация данных и ограничение цели, которые говорят нам о том, что собирать данные нужно только в том объеме, который необходимо для достижения цели, и опять же, хранить их только на определенное время, которое необходимо для достижения цели. И вот здесь как раз-таки вот эта вот 9-я статья GDPR скорее нас подталкивает к выводу, что использование распознавания лиц, технологии распознавания лиц здесь не будет признано законным уже не с точки зрения Европейского суда по правам человека, но на уровне суда Европейского Союза,
очевидно, будет, ну, такие технологии будут, на использование таких технологий будет наложен запрет. Вот, поэтому, да, здесь нужно, наверное, использовать разную практику и разные подходы, но, в общем, если руководствоваться как раз-таки правами человека, то все еще у таких технологий, как распознавание лиц, слишком много рисков для приватности, чтобы их можно было вот так вот просто брать и использовать, ну, по крайней мере, на текущем этапе. Спасибо большое. К сожалению, наше время уже практически закончилось, но хотелось бы как-то, знаете, увидеть свет в конце этого туннеля. Я думаю, люди, которые смотрели эту дискуссию, чтобы не оставлять их на такой пессимистической ноте, да, вот все-таки, возможно, хотелось бы услышать от вас руководство к действию, или, может, вы видите какие-то позитивные тенденции, которые могут все-таки помочь нам немножечко отвоевать все-таки нашу приватность и защиту наших персональных данных. Что можно сделать в этом ключе, что, собственно, каждый из нас может делать уже сегодня хотя бы чуть-чуть, чтобы защитить все-таки свои персональные данные. Галина? Вот, наверное, самая сложная задача сказать что-то такое позитивное, так, чтобы был свет в конце тоннеля. Знаете, наверное, я соглашусь с тем, что сказал Алексей, что да, было бы, если мы бы руководствовались, наше правительство руководствовались бы идеей защиты прав человека, то сама система распознавания лиц, наверное, должна была бы быть запрещена. Однако я хочу обратить ваше внимание, что параллельно с дискуссиями о необходимости защиты прав человека в контексте использования новых технологий ведется в том числе и дискуссия об эффективности, например, борьбы с пандемией в тех странах, например, Южная Корея, где эта технология активно использовалась, отслеживались контакты, и именно благодаря использованию этих технологий государство смогло очень быстро остановить распространение коронавирусной инфекции в пределах своей страны. И это используется в качестве аргумента. Вот смотрите, какой замечательный опыт, как они смогли это быстро сделать, и вся уже потом дискуссия сводится к тому, а в руках у какого государства и с какими целями эти данные окажутся и как они потом будут пользоваться ими после окончания момента необходимости. То, о чем, опять же, говорил Алексей, да, что это должно быть ограничено во времени, сбор информации должен быть в объеме не больше, чем необходимо, ну и так далее. Поэтому, наверное, пока вот эти дискуссии на международном уровне идут, пока пандемия не закончилась, пока много достаточно организаций и государств с большим интересом следят за развитием системы распознавания лиц и внедряют ее в том числе в коммерческих интересах, наверное, мы, граждане, в защиту себя и своих близких можем делать только одно. Каждый раз педантично при коммуникации с различными мешать им передавать персональные данные третьим лицам, не разрешать использовать данные компаниям, каким-то, например, как банки. То есть просто пытаться сохранять информацию о своих персональных данных, максимально защищать доступными нам инструментами. При необходимости подавать в суд, обжаловать необоснованные действия. Ну и просвещение в этом, мне кажется, очень важно максимально просвещать население, говорить гражданам, разъяснять им вообще риски, связанные с внедрением таких технологий. Спасибо. Алексей? Да, я по жизни оптимист, поэтому есть у меня пару вещей, которые меня радуют. То есть, первое – это то, что мы сейчас об этом говорим, хотя, например, подобные дискуссии сложно было бы представить, не знаю, лет 5 назад про цифровые права, в общем, как-то можно было услышать только на международных конференциях и на английском языке. Вот сейчас у нас больше возможностей об этом говорить, мы больше знаем о технологиях, мы больше знаем о международных стандартах, и это, конечно, радует. К сожалению, пока мы отстаем, но я надеюсь, что у нас все еще есть возможность наверстать. И это как раз-таки касается просвещения, да, все больше и больше людей узнают о своих цифровых правах и готовы их защищать. Это, конечно же, не может не радовать. И, наконец, позиция
компаний, корпораций от вот этого surveillance капитализма, да, который фактически является де-факто стандартом сейчас в электронной коммерции, мы постепенно приходим к тому, что у нас появляется все больше союзников среди технологических компаний, которые готовы внедрять новые технологии, которые помогали нам защищать нашу приватность, поскольку они видят в этом свое конкурентное преимущество и в том числе готовы взять на вооружение вот этот лозунг о приватности и помогать нам в борьбе не только с государством, но и с другими корпорациями. В общем, я надеюсь, что здесь у нас будут появляться все новые и новые союзники. И, ну, скажем так, мы будем вспоминать об этом периоде, о периоде 2020 года, как о таком интересном моменте в развитии человечества, в котором мы могли бы свернуть не туда, но свернули в правильном направлении. Но, опять же, к сожалению, это пока мой личный оптимизм. Но, опять же, смотрите то, что я сказал раньше, о том, что есть определенные тенденции, которые все-таки дают основу для такого оптимизма. Да, большое спасибо. Действительно, оптимистический подход к ситуации, чего я всем, собственно, нам и желаю. Ну и напоследок, большое спасибо нашим спикерам. Очень интересно было слушать ваши инсайты, ваши презентации. И, собственно, обращаясь к нашим уже участникам, к нашим слушателям, еще раз хочу вас призвать посмотреть выставку онлайн на сайте dataCityRL.Center.com. Там вы можете посмотреть очень много интересных экземпляров. Выставку курирует научно-популярный медиа Куншт. Там представлены также экспонаты от берлинской организации Tactical Tech. Очень познавально, очень интересно. Это, кстати, к тому, о чем говорила Галина, о том, чтобы мы лучше понимали, что такое наши персональные данные, как они используются, для того, чтобы мы поднимали свой уровень, да, медиаграмотности, грамотности в сфере цифровых прав. И, собственно, если мы будем знать, чего требовать, нам будет легче оформить этот голос и легче оформить наши требования как к государствам, как к правительствам, так и, собственно, к частным корпорациям, которые точно так же собирают наши персональные данные. В рамках этого проекта еще будут проходить дискуссии. Пожалуйста, смотрите на сайте, следите за анонсами, очень много интересных дискуссий, в том числе на тему наблюдения и использования, собирания персональных данных частными корпорациями. Вы уже можете услышать достаточно скоро. Спасибо вам большое за внимание и хорошего вечера. Оставайтесь здоровы.